Черешня, растущая на соседней улице. Мы уже встречали ее в нашей прогулке, когда показывали разные типы домов в Канаде. По ней мы определяем, когда пришла пора ехать на сбор ягод на местной ферме. Но мы охотимся не на черешню, мы ждем вишню. Черешня созревает раньше. И когда интернет-сайт фермы сообщает о начале сезона вишни, черешня уже все, полностью отошла. В первый день сбора все ветви вишни полны. Аж дух захватывает от таких видов. Но поспешим на ферму. Пораньше с утра и дороги свободны, что в городе, несмотря на ремонты, что на хайвее, скоростном шоссе. Мы едем в сторону Ниагарского водопада. Приходится объезжать Великое озеро Онтарио по дуге. Даже название у дуги есть особенное – «Золотая подкова». Наверное, имеется в виду цена земли под застройку, точно золотая. Название шоссе тоже особенное, не номерное, как 401 или 410, а из 3 букв – Q и W, что означает Queen Elizabeth Way – дорога королевы Елизаветы. Всего в 40-50 километрах следующий большой город Гамильтон. Около него шоссе взлетает на высоченный мост через залив озера Онтарио. Направо виден Гамильтон. Вон те дома на склонах холмов. Но главное, чем знаменит Гамильтон, это металлургические заводы. Вон, даже в субботу дым идет. Сейчас установлены очистные. А до этого следы работы этого завода можно было заметить по отложениям в слоях ила на дне озера Кроуфорд. Мы про него тоже делали видео. Чего-то я про него вспомнил. А дело в том, что и полугода не прошло, а его, озеро Кроуфорд, признали всемирным эталоном эпохи антропоцена. В июле во всех новостных лентах сообщили. Итак, взглянем на карту. Мост здесь, ферма вот тут, а совсем рядом и Ниагарский водопад. Можно сказать, мы будем собирать вишню недалеко от Ниагарского водопада. Ехать всего ничего осталось. На этом участке шоссе за Гамильтоном скорость ограничена 110 километрами, а не 100. Еще быстрее ехать можно. Вот и съезд с шоссе. Буквально пару поворотов, и мы в сельской местности. А точнее, среди ферм. Большие дома и очень ухоженные участки. Приятно посмотреть. Надо заметить, что такой сельский дом или ферма стоит много больше квартиры в центре Торонто. Климат юга Онтарио позволяет выращивать не только яблоки и вишню с черешней, но также персики и виноград. Один умный человек сказал: жить надо там, где растет виноград. Здесь, выходит, жить можно. Вообще, эти фермы чередуются с виноградниками, а где виноградники, там и винные дома. Винные туры очень популярны, автобусами возят. Кто поспортивнее, объезжает винодельни на велосипеде, поэтому не превышайте здесь скоростной режим. Берегите пешеходов и велосипедистов. Мы приехали. Народу еще немного. Место для парковки есть. Поверьте, если поспите на пару часиков дольше, то запаркуйтесь где-то там, на дороге, что мы только что проезжали, и будете топать по обочине на ферму. Клубника уже тоже официально отошла. Это висят остатки. Я спросил разрешения пособирать, но, увы, это соседская ферма, они сбор туристами не практикуют. Можно наглядно убедиться, почему в английском языке клубника strawberry. Соломенная ягода, если дословно. На соломе ягоды меньше пачкаются и намного удобнее собирать. Ну а мы заходим за вишней. Цены показывают, что сюда приезжают не за экономией. За килограмм ягод выйдет $10. Мы взяли 2 большие корзины. Справа черешня, слева вишня. Мы одни из первых. Ягод изобилие. Ходишь и пробуешь, какое дерево повкуснее будет.
Пробовать можно. Чего? Маша не хочет фото с вишней. Ладно, держите мое фото. Пока я балуюсь с фотоаппаратом, Полина уже в 2 руки деревья обирает. А что, в руки не помещается, кардиганом как неводом ловит. На сайте сообщают, что у них более 1000 деревьев. Собирать не пересобирать. Деревья стригут по высоте. Поэтому с уровня земли все собирать можно. Между деревьев широкие и удобные проходы. Вот так вот. Висела ягода. Бока на солнце блестели. А тут Полина хвать. А потом как посмотрит, что это все Полина собирает. А ну за работу. Пришлось и самому подключаться. Маша не хочет сниматься. Буду как папарацци сквозь кусты за ней подглядывать. Быстро набрали полные корзины. Полюбовались окружением, травка, бабочки. Заброшенная сельхозтехника в зарослях крапивы. Ну, пора и честь знать. Важное примечание. Сорт вишни, Montmorency. которая французский сорт и не такая на вкус, как привычная российская. Но это точно не черешня. Всем спасибо за просмотр, а если любите вишню, как любим ее мы, ставьте лайк.